Во многих древних текстах постоянно повторяется один и тот же тревожный сюжет. В какой-то момент в человеческую историю вмешивается внешняя сила. После этого люди получают знания и технологии, к которым еще не готовы. И почти сразу привычный порядок начинает рушиться. На первый взгляд это можно принять за миф. Но проблема в том, что один и тот же сценарий возникает в культурах, разделенных веками, огромными расстояниями и разными традициями. Слишком часто древние источники говорят похожие вещи. Кто-то приходит извне, приносит знания, меняет ход истории, а затем мир сталкивается с последствиями, которые уже невозможно контролировать. Но кто именно вмешался в человеческий мир? Какие знания были переданы людям? И почему за этим сюжетом так часто следует тема Великой катастрофы и Всемирного потопа? Именно здесь появляется книга Еноха, один из самых тревожных древних источников на эту тему. В ней раскрывается то, о чем другие древние источники говорят коротко и намеками. В книге Еноха упоминаются стражи, сошедшие с небес, и нефилимы, существа которых позднее будут описывать как великанов и потомков союза людей и богов. Почему книгу Еноха столетиями скрывали от большинства людей? Почему именно ее вычеркнули из общепринятой версии Библии? И почему этот текст сочли слишком опасным для человечества? США, 1911 год. В Лавлокской пещере в штате Невада местные рабочие натыкаются на странные человеческие останки. По сохранившимся документам, одно из найденных мумифицированных тел достигало 6,5 футов, это более 2 метров, и имело рыжие волосы. Еще задолго до раскопок индейцы, которые проживали на этой территории, рассказывали о Сите-Кэш. Они описывали их как рыжеволосых человекоподобных существ огромного роста, которые отличались особой жестокостью, были связаны с похищениями и войнами. Удивительно, что эти предания существовали еще до того, как шахтеры начали расчищать пещеру. Конечно, все это можно списать на легенды, но проблема в том, что рядом с подобными мифами все время появляются исторические артефакты. Странные находки, древние тексты и уцелевшие рукописи с похожими сюжетами. Именно здесь становится ясно, то, что раньше казалось набором отдельных легенд, может быть частью одной большой тревожной истории. В конце XVIII века шотландский путешественник Джеймс Брюс возвращается из Эфиопии с древними рукописями. Среди них книга Еноха. Для Европы это было настоящей сенсацией. Текст, о котором раньше знали лишь по редким упоминаниям, внезапно появляется как реальная книга. Позже именно эти рукописи становятся основой для первой английской публикации, и Запад впервые получает доступ к источнику, который слишком долго оставался вне поля зрения большинства людей. Важно понимать, что в тот момент в Европу вернулась не просто редкая рукопись. Вернулся уникальный текст, который раскрывает скрытую часть древней истории. Люди наконец-то узнали, кто вмешался в человеческий мир, какие знания были переданы людям и почему все это в итоге привело не просто к хаосу, а к глобальной катастрофе. Самое интересное, что пока в Европе книгу Еноха считали утраченной и знали о ней лишь по редким упоминаниям, в Эфиопии с этим текстом жили столетиями. Его читали, переписывали и сохраняли как часть религиозной жизни. Позже, уже в 20 веке, в Кумране находят свитки Мертвого моря. Огромный массив рукописей, спрятанных в пещерах еще в глубокой древности. Среди них находят и фрагменты текста, связанного с книгой Еноха. И вот это меняет все. Потому что теперь перед нами уже не фантазия на библейскую тему, а древний текст, к которому нужно относиться серьезно. Чаще всего в книге Еноха речь идет о стражах. Это особая группа существ, которым изначально было поручено наблюдать за людьми. Но в какой-то момент они перестают быть просто наблюдателями. По сюжету книги они входят в человеческий мир и начинают влиять на ход событий. Енох описывает это очень конкретно. Он говорит о 200 стражей, которые сходят на гору Ермон. Это существа, которые приняли решение вступить в контакт с людьми. Среди них особенно выделяются 2 стража – Семьяза и Азазель. Семьяза связан с решением сойти к людям и нарушить границу, которая раньше разделяла мир людей и тех, кто наблюдал за ними свыше. Азазель играет не менее важную роль. Именно через него людям открываются знания о ремеслах, обработке металла и создании орудий. Речь идет о силах и технологиях, которые резко меняют человеческий мир и дают людям доступ к тому, к чему они еще не были готовы. В
книге Еноха эти знания показаны не как просвещение и не как прогресс. Напротив, именно с этого вмешательства начинается опасный сдвиг. Мир смещается в сторону войн и жестокости. Полученные знания становятся оружием разрушения, и люди все чаще обращают его друг против друга. Но дальше происходит то, что делает этот сюжет по-настоящему жутким. Стражей начинают привлекать человеческие женщины. Они берут их себе в жены, и от этого союза рождаются нефилимы. Вот здесь и появляется самая тревожная часть всей истории, потому что нефилимы – это уже не просто загадочные существа из древнего текста. Это потомство союза, которого вообще не должно было быть. В книге Еноха нефилимы быстро превращаются в главную угрозу для человеческого мира. Текст приписывает им чудовищные размеры и такую силу, с которой люди уже не могут справиться. Сначала нефилимы требуют все больше еды и съедают все, что люди могут им дать – зерно, хлеб, мясо животных и весь собранный урожай. Они опустошают человеческие запасы с пугающей скоростью, и очень скоро людям уже нечем их кормить. Когда еды перестает хватать, нефилимы начинают нападать уже на самих людей. Книга Еноха описывает это во всех подробностях. Они убивают, пожирают людей, нападают на животных, птиц, рыб и все живое вокруг. Насилие разрастается и охватывает все человечество. Люди перестают справляться с тем, что происходит на земле, и начинают просить Бога о помощи. В этот момент архангелы видят, что на земле повсюду насилие и хаос, и обращаются к Всевышнему. Азазеля называют одним из главных виновников происходящего, потому что именно он передал людям опасные знания. Его находят, связывают и бросают в пустынную расщелину до дня суда. Потом очередь доходит до нефилимов. Им больше не дают размножаться и уничтожать мир дальше. После этого архангелы сталкивают нефилимов между собой. Среди них начинается внутренняя война. Те, кто еще недавно вместе разоряли землю, теперь нападают друг на друга. С этого момента их сила начинает уничтожать уже их самих. В 1924-м на острове Каталина у побережья Калифорнии Ральф Глидден сообщил о находке необычайно крупных человеческих скелетов. Сообщалось об останках ростом около 2 метров 40 сантиметров и даже выше. Также упоминались тяжелые кости и черепа аномально большого размера. Позже эти заявления начали оспаривать, а часть материалов исчезла. Похожие находки обнаруживали и в других местах. В 1872 в районе Сенека, штат Огайо, говорили о 3 скелетах ростом около 240 сантиметров, с тяжелыми костями и 2 рядами зубов. В 1936 в Центральной Африке сообщали о захоронении 12 скелетов ростом от 350 до 375 сантиметров. О крупных останках сообщают снова и снова. Но потом начинается странное. Одни находки объявляют ошибкой, другие артефакты исчезают. От третьих остаются только старые публикации и слухи. И тогда возникает вопрос, если нефилимы и стражи действительно существовали, почему их следов почти не осталось? Одна из самых тревожных версий отвечает так: их мог уничтожить всемирный потоп. В начале 20 века археологи обнаружили в Месопотамии мощные слои ила, связанные с древними катастрофическими наводнениями. Позже похожие следы фиксировали и в других древних городах региона. По своему характеру это были не обычные сезонные паводки, а события, способные уничтожать целые поселения. Для многих это стало одним из самых сильных подтверждений того, что в основе истории о Великом потопе могло лежать реальное событие. Память о гигантском наводнении всплывает сразу в нескольких древних традициях, от библейского текста до месопотамских преданий и шумерских табличек. В разных версиях меняются детали, имена и причины, но сама история повторяется слишком часто. Мир доходит до точки разрушения, приходит вода, и прежняя цивилизация исчезает. В книге Еноха потоп становится последним ударом по миру, который было невозможно остановить. Стражи нарушили границу. Люди получили опасные знания. Нефилимы принесли голод, страх и насилие. Вода смывает не отдельный город, а весь мир. После этого остаются только фрагменты рассказов, которые потом веками передают как память о мире до потопа. Но самое тревожное начинается дальше. По книге Еноха после гибели нефилимов исчезают только их тела. Их духи остаются в мире и продолжают влиять на людей. Гигантов больше нет, но зло, которое пришло вместе с ними, никуда не уходит. Возможно, именно поэтому мир снова и снова возвращается к одним и тем же вещам – к насилию, жажде власти, разрушительным технологиям, войнам и страху.
Как будто после стражей и нефилимов в человеческой истории осталось что-то чужое, что до сих пор действует на людей. В 1843-м французский исследователь Поль-Эмиль Ботта начинает раскопки в Хорсабаде, на севере современного Ирака. Под слоями земли он обнаруживает столицу ассирийского царя Саргона II. У входов в царский комплекс стояли ламассу. Огромные крылатые стражи с человеческой головой, телом быка или льва и расправленными крыльями. Высота таких фигур достигала 4 метров. Почему у входа в царский дворец стояли не обычные воины, а большие крылатые гибриды, которые выглядят как существа из другой реальности? В 40-х и 50-х годах XIX века археологи расчищают дворцовые рельефы в Нимруде и Ниневии, тоже на территории современного Ирака. На этих рельефах рядом с царями снова и снова появляются крылатые человекоподобные существа. У них сложные головные уборы и одинаковые предметы в руках – маленький сосуд или ведерко с ручкой и объект, похожий на шишку. Эти сцены повторяются десятки раз. Это уже не случайная деталь древнего искусства, а устойчивый образ, который постоянно появляется рядом с правителем. Особенно важно то, как именно их показывают. Крылатые фигуры сопровождают правителя, участвуют в священных действиях и занимают место, которое не отводят ни воинам, ни слугам. Их изображают рядом с правителем. Так в древнем мире показывали тех, кто стоит выше обычного человека. Более подробно об этих рельефах, крылатых существах и их связи с ануннаками я уже рассказывал в отдельном выпуске у себя на канале. Обязательно посмотрите его после этого видео. Похожие образы встречаются не только в Ассирии. В Египте тоже создают огромные фигуры правителей и богов. У входов в храмы и на фасадах появляются крылатые защитные образы. А сама фигура правителя все чаще связывается не просто с земной властью, а с силой, которая приходит сверху. Размер здесь тоже играет огромное значение. Человек должен был сразу чувствовать разницу между собой и тем, кто стоит перед ним. Огромные статуи, высеченные в камне, буквально подавляли своим масштабом. Правитель и бог в таком мире уже не выглядят как обычные фигуры среди людей. Их сразу поднимают выше человеческого уровня. Во времена Эхнатона, в XIV веке до нашей эры, в Египте появляется один из самых странных образов всей древней истории. На рельефах над фараоном и его семьей изображают солнечный диск, от которого вниз тянутся лучи, заканчивающиеся человеческими руками. Эти руки направлены прямо к правителю и его близким. Такой образ повторяется много раз. Смысл в том, что источник силы находится наверху и связан с царской линией напрямую. Это уже не просто знак божественного покровительства. Здесь сама небесная сила показана почти буквально. Она не где-то далеко, не в невидимом мире, а прямо над правителем. Она тянется к нему, касается его и как будто передает ему что-то сверху. Именно поэтому этот образ так сильно выбивается даже на фоне всего остального Египта. И здесь совпадений становится уже слишком много. В Ассирии рядом с царями стоят крылатые существа. В Египте над правителем появляется сила, которая тянется к нему с неба. В книге Еноха стражи сходят с небес и вмешиваются в жизнь людей. Везде повторяется одна и та же история. Рядом с человеком появляется кто-то, кто стоит выше него, знает больше него и меняет сам порядок мира. Меняются страны, эпохи, имена и изображения, но сам сюжет остается удивительно узнаваемым. Дальше появляется еще больше странных находок, совпадений и фактов, от которых становится не по себе. Поставьте лайк и подпишитесь на канал, если вам интересна эта тема. Древний мир оставил после себя слишком много объектов, которые до сих пор выглядят как инженерная аномалия. Пирамиды Гизы, гигантские храмовые платформы и многотонные блоки. Мы видим точную обработку камня, которую трудно повторить даже сегодня. Именно поэтому вокруг них возникают версии о забытых технологиях, утраченных знаниях и внешнем вмешательстве. В Бааль-Беке, на территории современного Ливана, находится один из самых странных мегалитических комплексов древнего мира. Туристы обычно смотрят на римские колонны, но главная загадка скрыта ниже, в огромной каменной платформе. В ее основании лежат блоки весом примерно по 900 тонн. А в соседнем карьере до сих пор находится так называемый южный камень, вес которого оценивают примерно в 1000 тонн. Рядом нашли еще более тяжелые незавершенные глыбы. Эти камни нужно было вырезать, обработать, сдвинуть с места и точно уложить. Даже сегодня это выглядит как серьезная инженерная задача. Поэтому Бааль-Бек и вызывает столько споров.
Если древние тексты говорят о гигантах, падших существах и носителях запретного знания, не могли ли именно такие силы участвовать в создании объектов подобного масштаба? Тогда Баальбек уже выглядит как наследие существ, которые могли делать то, что для обычного человека было невозможно. В Индии на протяжении веков на рельефах и в скульптуре появляются наги – существа с человеческим торсом и змеиным телом. Их ставят у входов в храмы, рядом со священными пространствами и в сценах, связанных с властью, защитой и тайным знанием. В древнеиндийских текстах наги живут под землей и под водой, владеют сокровищами, охраняют скрытые области мира и знают то, что недоступно обычному человеку. Это уже не случайный мифологический образ, а целая линия существ, которую древняя культура сохраняет снова и снова. В некоторых изображениях над их головами поднимаются кобровые капюшоны, а сами они выглядят как хранители прохода между обычным миром и закрытым сакральным пространством. Перед нами снова появляются существа, которых изображают рядом с человеком, но они явно не принадлежат человеческому роду. Если хотите, чтобы мы отдельно разобрали нагов, змеиные рельефы Индии и их связь с древними существами, обязательно напишите об этом в комментариях. Там действительно слишком много странных совпадений. Перед вами храм Кайласанатха в Эллоре на территории современной Индии. Его относят примерно к VIII веку нашей эры. Но главное здесь не дата, а способ строительства. Этот храм не собирали из отдельных блоков. Его вырезали сверху вниз из цельной скалы. Сначала сняли верхний слой породы, потом начали углубляться вниз, постепенно освобождая из камня целый храмовый комплекс. Длина комплекса – десятки метров, высота около 30 метров. По разным оценкам, из массива пришлось убрать сотни тысяч тонн породы. И все это не построено, а извлечено из цельной скалы. Вокруг центрального храма идут колонны, переходы, лестницы, мостики, отдельные скульптурные группы, рельефы, фигуры слонов и множество сложных деталей, которые нельзя было доделать потом, если бы на каком-то этапе допустили ошибку. Здесь не было права на просчет. Один неверный удар, и можно было испортить весь массив. Именно поэтому Кайласанатха до сих пор остается одной из самых странных построек древнего мира. Здесь нужны точный расчет, жесткая последовательность действий и полное понимание конечной формы еще до начала работ. Сколько нужно людей, сколько времени и сколько инструментов, чтобы снять такую массу породы и при этом сохранить симметрию, пропорции, внутренние дворы, колонны, переходы и сложные элементы. Когда подобные работы пытались повторить в эксперименте, быстро становилось понятно главное – инструмент очень быстро изнашивается, твердый камень стачивается медленно, а любая ошибка сразу портит результат. На практике видно, насколько чудовищным был бы объем ручной обработки. Поэтому объяснение про ручную вырубку для многих звучит слишком слабо. И вот здесь снова вспоминается книга Еноха. В ней стражи приносят людям опасный набор знаний, который резко меняет человеческий мир. Что, если часть этих знаний действительно пришла извне? Что, если древний человек получил слишком резкий технологический толчок? Археология показывает сложные сооружения, которые до сих пор трудно спокойно объяснить. Рядом с этим мы видим рельефы, на которых возле власти стоят крылатые фигуры, нечеловеческие стражи и хранители тайного знания. И чем больше таких совпадений, тем тревожнее звучит главный вопрос. А что, если в древний мир действительно однажды вмешалась внешняя сила? И, возможно, именно после этого вмешательства человеческая история пошла не своим естественным путем, а по навязанному сценарию. Слишком много древних текстов говорят о тех, кто пришел сверху. Слишком много камня, рельефов и гигантских сооружений до сих пор выглядят как след чего-то, что не должно было появиться так рано. И если все это действительно звенья одной цепи, тогда древний мир хранил память не о мифе, а о катастрофе, после которой человек уже никогда не был прежним. А вы что думаете об этом? Пишите в комментариях.